Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 150 удивительных фактов для сна. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра! Начнем. 1. Распространенное убеждение, что башмачки Золушки были хрустальными, это ошибка переводчиков. В оригинальной сказке Шарля Перро 1697 года речь шла о туфельках, отороченных беличьим мехом, по-французски «вер». Переводчик спутал это слово со схожим по звучанию «вер» — стекло, хрусталь. Эта версия логична, ведь в ту эпоху, при дворе Людовика XIV, именно меховые туфли были в моде. Их носила, например, фаворитка короля мадам де Монтенон. Так что, скорее всего, Золушка танцевала на балу в чем-то вроде роскошных уг. 2. У Цезаря был единственный человек и друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если болел, лекарство принимал только тогда, когда лекарь собственноручно подаст ему. Однажды, когда Цезарь не очень хорошо себя чувствовал, он получил анонимную записку. «Бойся самого близкого друга, своего лекаря, он хочет тебя отравить». А через некоторое время пришел лекарь и подал Цезарю лекарство. Цезарь протянул другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе. «Повелитель, как мог ты выпить то, что я дал тебе после того, как ты прочел это?» На что Цезарь ответил ему: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». 3. А вы знаете, что школьная форма, которая была введена Сталином в 1949 году, шилась из самого дорогого материала? Это был кашемир, на ощупь напоминающий шелк, но делался он по специальной технологии из лучшей овечьей мягчайшей пряжи. Цвет платьев для девочек был только коричневым. Это настраивало учениц на деловой лад и не утомляло глаза. Кроме того, это исключало всякие сравнения, кто лучше одет. Продавалась такая форма по цене гораздо ниже себестоимости, на зависть зарубежным модницам. Передникам, фартукам школьниц, полагалось быть черными, повседневными или белыми, нарядными, с оборками. Но кружевные передники не допускались. Руководство страны объясняло это тем, что негоже советским девочкам быть похожими на горничных в царской России или на официанток. 4. В высокогорных лугах Эфиопского Нагорья ученые стали свидетелями поведения, в которое сначала просто не поверили. Его даже назвали десертной гипотезой. Представьте, эфиопский волк, редчайший и серьезный хищник, неспешно бродит среди ярко-красных цветов книпхофия и аккуратно слизывает нектар. Не рвет лепестки, не грызет, именно лакомится, переходя от цветка к цветку, словно гурман. Многолетние наблюдения подтвердили, это единственные крупные хищники в мире, которых зафиксировали за поеданием цветочного нектара. Настоящие пушистые пчелы, только с волчьими мордами. Самое удивительное, практической пользы от этого почти нет. Нектара слишком мало, чтобы он имел энергетическое значение для такого зверя. Поэтому вывод ученых оказался неожиданно простым и очень человеческим. Волкам просто нравится вкус, как нам, маленький десерт после сытного обеда. Причем у некоторых особей эта сладкая привычка выражена особенно сильно, и выглядят они при этом откровенно довольными. Этот ритуал существует лишь в одном уголке планеты и связан с уникальным союзом – местный волк и местное растение. А приятный бонус – покрываясь пыльцой, волки становятся случайными опылителями. Обратите внимание на эти чуть испачканные пыльцой мордочки. Но разве не очаровательные сладкоежки?
5. Представьте, съемочная площадка, Голливуд, вспышки камер, и Джонни Депп в перерыве спокойно сидит с альбомом и рисует. Кино для него никогда не было единственной формой творчества. Депп давно и искренне увлечен изобразительным искусством и собрал у себя дома более 200 работ великих мастеров, от Густав Климт до Энди Уорхол и Амедео Модильяни. Но самое интересное, он сам пишет картины. Годами, между съемками, Депп брался за кисть и бумагу, создавая портреты близких, друзей и людей, которыми восхищался. Долгое время это было исключительно личное пространство, о нем знали лишь самые близкие. Недавно актер представил акварельную серию «Let the Light In», теплое, почти дневниковое возвращение к началу 2000-х, когда он жил с семьей на юге Франции. В серию вошли автопортрет «At the Light» и нежная работа «A Rose is a Rose is a Rose», посвященная дочери Лили Роуз Депп. Каждая работа выпущена тиражом 195 экземпляров и подписана лично Джонни Деппом. Живопись Деппа всегда о людях, оставивших след в его жизни. На первых выставках в Лондоне и Лос-Анджелесе он показывал портреты Элизабет Тейлор, Аль Пачино, Хит Леджер, Боб Дилан, как личное спасибо тем, кто вдохновлял его на протяжении лет. По подсчетам Daily Mail, одна из коллекций художника была продана примерно за $5,7 миллионов, а работа «A Rose is a Rose is a Rose» оценивается в $4609. Вполне, так сказать, комфортная цена для искусства с таким именем. А вы бы купили работу актера-художника? 6. Юрию Гагарину на приеме у королевы Великобритании подали чай с лимоном. Выпив чай, он достал ложечкой лимон и съел его. Окружение было в недоумении. Поступок никак не вписывался в протокол. Но Елизавета II невозмутимо достала свой лимон и тоже съела. Присутствующие на приеме сделали то же самое. Инцидент стал прецедентом. С тех пор в присутствии Ее Величества можно съесть лимон, вынув его из своей чашки. 7. Эффект Земмельвейса. Это интересный феномен, когда люди отвергают новые знания или открытия, если они противоречат их устоявшимся убеждениям, даже при наличии убедительных доказательств. Название происходит от имени венгерского врача Игнаца Земмельвейса, который в середине XIX века работал в Венской больнице. Он заметил, что уровень смертности от послеродовой лихорадки был значительно выше в отделении, где работали студенты-медики, по сравнению с отделением, где работали акушерки. Земмельвейс выдвинул революционную для того времени идею. Он предположил, что студенты, которые проводили вскрытие, а затем шли принимать роды, переносили какие-то, так сказать, трупные частицы на своих руках. Он ввел обязательное мытье рук хлорной водой перед осмотром пациентов, и смертность резко снизилась с 10% до менее 1%. Однако медицинское сообщество того времени категорически отвергло его идеи. Врачи были оскорблены предположением, что их руки могут быть нечистыми. Теория микробов еще не существовала, и идея о невидимых патогенах казалась абсурдной. Земмельвейса высмеивали, и он умер в психиатрической лечебнице, так и не дождавшись признания своего открытия. Сегодня этот термин используется для описания тенденции людей отвергать новую информацию, которая противоречит их существующим представлениям, даже если эта информация подкреплена надежными данными. Это особенно актуально в науке, медицине и других областях, где новые открытия могут радикально менять устоявшиеся практики. 8. Верблюд пьет как пресную, так и соленую воду. Он даже может пить воду из Мертвого моря, и с ним ничего не случится. Это происходит потому, что почки верблюда фильтруют воду, они отделяют ее от соли и превращают в пресную питьевую воду.
Верблюд также ест колючки, и они не причиняют вреда его желудку или кишечнику, потому что его слюна растворяет колючки, превращая их в кислоту. У верблюда два века. Одно тонкое и прозрачное, другое толстое и мясистое. Когда в пустыне начинается песчаная буря, он закрывает прозрачное веко, чтобы песок не попал в глаза. Верблюд также может менять температуру своего тела. Когда ему холодно, его температура повышается, когда ему жарко в жаркой пустыне, температура его тела понижается. Качества, которыми обладает это прекрасное существо, впечатляют. 9. Каждое лето на Уимблдоне лучшие теннисисты мира используют около 55 тысяч мячей. Но после финального свистка их история не заканчивается. Мячи передают защитникам природы, которые превращают их в уютные непромокаемые домики для мышей-малюток, одних из самых крошечных млекопитающих Британии. Эти зверьки страдают из-за уничтожения их естественной среды. В мячах вырезают небольшие входы и закрепляют их над землей. Такие капсулы идеально имитируют их природные круглые гнезда и при этом защищают малышей от хищников. Это удивительный пример того, как спорт и экология могут работать вместе. То, что могло стать обычным мусором, превращается в спасение для целого вида. 10. В Семирипале обитает очень редкий меланистический тигр. Его темные полосы порой сливаются, создавая уникальный рисунок. Таких животных осталось совсем немного. Однако новые кадры с тигрятами вселяют надежду, что эта удивительная красота не исчезнет. 11. Этим кадрам больше века. Тогда фотография была сложным и долгим делом. Громоздкая камера, штатив, стеклянные пластинки, длинная выдержка. Но люди все равно тратили время и ресурсы, чтобы запечатлеть котиков. Потому что и 100 лет назад всем было очевидно, без них жизнь теряет половину своей прелести. 12. Дверь на кухню в одном из португальских монастырей. Высота 2 метра, ширина 32 сантиметра. Кто не проходил, тот не кушал, пока не пройдет. А вы какие-то диеты соблюдаете? 13. Когда котенок формируется в утробе матери, пигмент, придающий окраску шерсти, появляется сперва в районе позвоночника, откуда в дальнейшем распределяется во все стороны по телу. Если к моменту рождения пигмент не распределится полностью, лапы и живот котенка останутся белыми. Вот откуда у кошек бывают белые носочки на лапках. 14. За 44 прожитых года, половину из которых Чехов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, писатель не только создал выдающиеся произведения, 20 томов всемирно прославленной прозы, но и успел сделать колоссально много. Построил 4 деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление костного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных крестьян. Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт. Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более 2000 собственных книг, и 14 лет непрерывно пополнял ее. Во время жизни в Мелехове ежегодно как врач принимал свыше 1000 больных крестьян совершенно бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами. В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень. Совершил героическое путешествие на остров Сахалин, в одиночку сделал перепись всего населения этого острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – бездарное издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью. Помог тысячам людей. Содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется так:
благодарность за полученные от Чехова деньги, благодарность за содействие в получении службы, благодарность за хлопоты о паспорте и так далее. В разоренном и обглоданном Мелехове посадил около 1000 вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами. На выжженном пыльном участке в Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник. В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». 15. Рядом с кошкой происходит что-то древнее и безмолвное. То, что не нуждается в словах, но отзывается во всем теле. Дыхание, само собой, становится глубже, плечи мягче, а острые углы мыслей сглаживаются. Вы не стремитесь расслабиться, но чувствуете, как к вам возвращаются силы. Это не утешение, а тонкая настройка, устойчивое присутствие, которое учит вашу нервную систему возвращаться домой. Их неподвижность полна осознанности, а спокойствие намеренно. Находясь рядом, ваше тело начинает отражать этот ритм. Сердцебиение замедляется, дыхание выравнивается. Это пробуждение глубокой биологической памяти. Ваш организм узнает безопасность в их стабильности и невольно подстраивается под нее. Поэтому их общество целительно даже тогда, когда непонятно, что именно болит. Тело откликается раньше мысли. Ему напоминают, как быть без напряжения, как оставаться в настоящем, не будучи подавленным. В тишине рядом с ними нервная система вспоминает, что покой — это не цель, а исходное состояние, к которому можно вернуться. Это беззвучный диалог, разговор на языке тел, где спокойствие передается просто через присутствие. Ничего не нужно исправлять, только чувствовать, позволять и доверять. Возможно, это и есть их главный дар, не ласка и не игра, а тихое напоминание — вернуться к своему собственному естественному балансу. Сохраните это знание для дней, когда ум слишком шумит. Посидите с кошкой и позвольте телу вспомнить, кем оно было до того, как мир научил его суете. 16. Британский пловец Роб Хои наслаждался спокойным плаванием со своей дочерью у северного острова Новой Зеландии, когда в океане неожиданно произошло нечто необычное. Из ниоткуда появилась кучка дельфинов, плотно кружившая вокруг них и аккуратно подталкивая их к центру. Каждый раз, когда Роб пытался отплыть, 2 дельфина направляли его назад, настойчиво защищая, как будто спасали от невидимой угрозы. Опасность вскоре раскрылась. В этом направлении двигалась большая белая акула длиной почти в 3 метра. Мгновенно поведение дельфинов поменялось. Они шлепали хвостами по воде, стремясь скоординированными порывами образовать живую преграду, явно пытаясь запутать и прогнать хищницу. Почти 40 минут дельфины держали защитное формирование, отказываясь отпускать Роба и его дочь, пока акула окончательно не отступила. Только тогда они разомкнули круг, позволяя 2 пловцам добраться до безопасной зоны. Замечательная сцена была засвидетельствована несколькими пляжными путешественниками, благодаря которым и мы тоже являемся свидетелями того, как дельфины помогают и проявляют необычные оборонительные инстинкты для защиты людей от нападения. 17. В центральной части Рыбинска, что в Ярославской области, действует официальный регламент. Все вывески только в дореволюционном стиле. Дерево, металл, ручная работа, шрифт XIX века. Никакой визуальной суеты. 18. Темнокожие блондины – загадка, над которой бьются генетики много лет. В Меланезии живут удивительные чернокожие блондины.
Примерно четверть населения Меланезии в архипелаге Соломоновых островов имеет чрезвычайно необычную особенность – темную кожу в сочетании со светлыми волосами. Расположенный к востоку от Папуа-Новой Гвинеи, в Океании, архипелаг состоит из 1000 островов, где живет более полумиллиона меланезийцев. Они – обладатели самой темной в мире кожи за пределами Африки, но у многих на голове растут белокурые афро. Эта редкость будоражила умы ученых и экспертов по генетике долгие годы. До недавнего времени во всем винили наследственность. Якобы ген белокурости достался меланезийцам от европейских предков, британцев, немцев и австралийцев, сотни лет владевших островами. В XIX веке острова были под немецкой юрисдикцией. В 1893 году острова попали к Великобритании. А в начале XX века британцы совместно с австралийцами выращивали там кокосовые плантации. Но местные с версией про генетику не согласны, хотя она и кажется разумной. Они настаивают, что их белокурые волосы – это результат богатой рыбой диеты и воздействия солнца. Но обе теории далеки от истины. 19. Застывшее во времени. Богомол возрастом 30 миллионов лет. Этот богомол прекрасно сохранился в безупречном куске доминиканского янтаря из олигоценового периода, возраст которого насчитывает 23-33,9 миллионов лет. Сам янтарь из вымершего дерева Хименаея протера, доисторического бобового дерева. Большая часть янтаря Центральной и Южной Америки добывается из его смолы. Янтарь из Доминиканской республики известен как доминиканская смола и отличается своей прозрачностью. 20. Умнейший из актеров. До того, как начать кривляться во всем известной роли мистера Бина, британский артист Роуэн Аткинсон получил степень магистра в области электротехники в Оксфорде. Именно там он однажды попробовал себя в театральном кружке, что в итоге вылилось в полноценную карьеру. Аткинсон обладает выдающимся интеллектом, его IQ 178, что выше большинства ученых. Несмотря на то, что на экране он зачастую предстает в амплуа неуклюжего дурачка, в реальной жизни Роуэн является гением. Благодаря образу мистера Бина актер сколотил состояние в $200 миллионов, превратив молчаливого простачка в мировую легенду. Он известен своим пристрастием к автомобилям. У Аткинсона имеется большая коллекция дорогих машин. 21. Том Круз – самый дорогой актер в мире. Мальчик с кривыми зубами стал символом успеха и заработал за всю карьеру более $3 миллиардов. В юности семья Тома была бедна и часто меняла место жительства. Ему пришлось сменить 10 школ, где он стал объектом насмешек и избиений со стороны сверстников из-за дислексии. Том не мог нормально читать. Дома было не лучше. Отец-тиран мог избивать Круза без причины. Но маленький Том не сдавался и в 14 лет решил стать актером. Чтобы попасть в индустрию Голливуда, Том бесконечно посещал кастинги, но ему доверяли лишь небольшие роли. Первым его по-настоящему успешным фильмом стал «Топ Ган», за который он получил гонорар в размере $2 миллионов. А всего через 10 лет он установил рекорд и получил за первую миссию невыполнима уже $70 миллионов. С тех пор карьера влиятельного актера остается на недосягаемой высоте. В 2022 году за продолжение «Топ Гана» ему заплатили целых $100 миллионов. Том Круз прошел непростой и длинный путь от неуверенного мальчика до короля экрана. Он икона упорства и воли к победе, который на своем примере доказал, что все возможно для того, кто прямо идет к своей мечте. 22. Майкл Уирски только что завершил 15-летний брак, был безработным и едва сводил концы с концами, перебиваясь случайными подработками. Однажды он купил билет Mega Millions на заправке в Нью-Джерси, потерял его, и кто-то из незнакомцев вернул.
Спустя несколько дней он забрал один из крупнейших джекпотов в истории штата. От полного дна до миллионера за одну ночь. 23. Фотограф дикой природы Джо Нилли запечатлел 2 пчел, которые сладко спали в цветке. Если пчелы не успевают вернуться в улей, то ложатся в уютном месте и сцепляются лапками. Я подошел и стал наблюдать. Пчел становилось все больше, но все они постепенно усаживались каждая на свой цветок. Наконец все цветки оказались заняты, осталась только одна пчела. Она подлетела к занятому цветку, в котором неподвижно сидела другая пчела, и залезла внутрь. Я видел, как она там неловко толкалась, словно пьяная, и, наконец, улеглась рядом с соседкой. 24. Немецкий изобретатель Артур Фишер, автор почти 1136 патентных заявок, по этому показателю он обошел Томаса Эдисона, у которого их всего лишь 1093, позирует с увеличенными копиями своего главного творения – пластикового дюбеля с раскрывающейся распоркой, который в немецком именуется в его честь – Фишер-дюбель. Патент был подан в 1958 году. Также Фишер известен как автор системы синхронной фотовспышки, детского конструктора Fisher Technic, любопытный конкурент Лего, медицинской оснастки для фиксации поломанных костей, а также машинки для аккуратного открытия яиц, сваренных всмятку. 25. Фламинго по имени Андес уже в почтенном возрасте, ему 14 лет. Недавно он начал хромать, и ветеринары выяснили, что его суставу нужна поддержка. Для Андеса изготовили индивидуальный ортез нежно-розового цвета. Эта легкая конструкция помогает правильно распределять нагрузку и не допускать осложнений. Теперь Андес снова может гулять и важно вышагивать по вольеру, оставаясь настоящим розовым джентльменом. 26. Почему Австралия – это почти одна большая пустыня, а Южная Америка – сплошные джунгли, хотя они на одних широтах? Если посмотреть на карту, Австралия и Южная Америка лежат примерно на одном уровне относительно экватора, но разница между ними огромная. В Австралии – засуха и пески, в Южной Америке – буйные леса Амазонии. Почему так? Дело не только в широтах, но и в рельефе. Главное отличие – горы. Австралия – самый старый и плоский материк. Ее горы давно разрушились, их высоты не хватает, чтобы ловить влагу из атмосферы, поэтому большая часть континента – это засушливые территории и пустыни. Дождевые облака проходят мимо, и только побережья получают хоть немного осадков. А вот Южная Америка защищена мощной системой Анд. Они тянутся почти на 9000 километров и достигают высоты до 7000 метров. Это одна из самых молодых и активных горных цепей планеты, и она отлично работает как климатический барьер. Облака с Атлантики несут влагу. Когда они доходят до Анд, их поднимает вверх, и влага выпадает в виде дождя. В результате восточная часть континента влажная и плодородная. Здесь формировался бассейн Амазонки, один из самых дождливых и богатых на жизнь регионов мира. А на западной стороне Анд, куда облака уже не добираются, находится самая сухая пустыня на планете – Атакама. И она тоже лежит на тех же широтах, что и Австралия. Итог. Не только широта влияет на климат, но и рельеф. Горы могут превращать засушливую территорию в зеленый рай или, наоборот, перекрывать доступ дождям и превращать все в пустыню. 27. Стрижи максимально близко приблизились к тому, чтобы стать первыми животными, которые никогда не садятся на землю. Крепкие мышцы, идеально отточенная аэродинамика и относительно большие крылья позволяют им не просто летать, жить в воздухе. Они могут не касаться земли до 9 месяцев в году. Пернатые питаются, спят и ищут себе пару на лету.
Единственное, что тянет их к земле, это необходимость откладывать яйца. Но, может быть, когда-нибудь они сумеют преодолеть и эту преграду? 28. Ученый, который попытался создать рай и стал свидетелем его гибели. В 1968 году американский этолог Джон Келхун провел эксперимент «Вселенная-25», в котором создал идеальные условия для жизни мышей. Еда, вода, комфорт, безопасность, чистота и полное отсутствие угроз. Загон был рассчитан на 3840 особей, и в него поселили 4 пары мышей. Популяция быстро росла, и вскоре начала проявляться социальная деградация. Молодые самцы становились жертвами агрессии, теряли интерес к защите и размножению. Самки начинали убивать своих детенышей и становились отшельницами. Появился тип красивых мышей. Они не размножались, не конфликтовали и только ухаживали за собой. Рождаемость падала, смертность росла, и к 1780 дню умерла последняя мышь. Эксперимент показал, что в условиях изобилия и отсутствия вызовов общество теряет способность к выживанию и разрушает само себя. Рай обернулся концом. 29. Книжный магазин на краю обрыва. В китайском округе Хэчи, Гуанси-Джуанский автономный район, открылся уникальный книжный магазин, встроенный прямо в скалу на краю 300-метрового обрыва. Необычное архитектурное решение уже привлекло внимание туристов. Магазин начал работу в мае 2025 года и всего за несколько месяцев принял более 100 тысяч посетителей. Здание построено из дерева и стекла, а книжные полки частично вырезаны прямо в скале. Днем пространство заливается естественным светом, а вечером включается мягкая подсветка, создающая иллюзию парящего в небе замка. Ассортимент магазина включает литературу по искусству, философии и истории. Для посетителей предусмотрены лаунж-зоны и кофейня с панорамным видом на горный ландшафт и пропасть. Проект является частью программы по развитию туристической зоны Мьяньхуа-Тянькэн, региона, известного своими живописными карстовыми воронками и горными пейзажами. 30. Еврейская семья Карновски, эмигрировавшая из Литвы в США, пожалела 7-летнего мальчика и привела его в свой дом. Изначально ему была дана работа по дому, чтобы накормить этого голодного ребенка. Там он остался и ночевал в этом еврейском семейном доме, где впервые в жизни к нему относились с добротой и нежностью. Когда он ложился спать, миссис Карновски пела ему русскую колыбельную, которую он пел вместе с ней. Позже он научился петь и играть несколько русских и еврейских песен. Со временем этот мальчик стал приемным сыном этой семьи. Карновски дали ему денег на покупку его первого музыкального инструмента, как это было принято в еврейских семьях. Они искренне восхищались его музыкальным талантом. Позже, когда он стал профессиональным музыкантом и композитором, он использовал эти еврейские мелодии в таких композициях, как «Больница святого Иакова» и «Иди вниз, Моисей». Маленький черный мальчик вырос и написал книгу об этой еврейской семье, которая усыновила его в 1907 году, и с гордостью свободно говорил на идиш. В память об этой семье и до конца своей жизни он носил звезду Давида и говорил, что в этой семье он научился жить настоящей жизнью и решимостью. Этого маленького мальчика звали Луи Армстронг. 31. Гигантский пчелиный улей. Этот улей находился в деревне Лиес в Нидерландах. Это самый большой открытый для наблюдения улей в мире. Считается, что крупная колония в улье насчитывает 60 тысяч пчел. Здесь живет более 250 тысяч. Вокруг улья сейчас создан музей пчеловодства. Причем он полностью на голландском языке. Владелец музея, опытный пчеловод, отказывается учить английский и переводить свои материалы. 32. Это Хильда. Ей около 60 лет. У нее почти нет зубов.
и она жила 2000 лет назад в Шотландии. По меркам Железного века она прожила невероятно долгую жизнь. Большинство женщин тогда умирали примерно к 30-35 годам. Самый важный факт – она почти полностью потеряла зубы. В дикой, жестокой древности это был бы приговор. Но Хильда не умерла от голода. Значит, ее кормили мягкой пищей, за ней ухаживали, о ней заботились годами. Это не случайная помощь, это системная поддержка. Ученые считают, что она могла быть старейшиной, целительницей или хранительницей знаний. В кельтских обществах пожилых женщин не списывали со счетов, их уважали. Возраст был не слабостью, а статусом. Реконструкция лица поражает сильнее любых цифр. Добрые морщины, спокойный взгляд, мягкая улыбка. Она выглядит так, будто сейчас предложит вам горячий суп или начнет рассказывать историю из своей молодости. И Хильда не исключение. Археология знает десятки случаев, когда древние общества годами ухаживали за больными, инвалидами и стариками, еще задолго до медицины, религии и социальных институтов. Вывод простой. Сочувствие, забота и уважение к слабым – не изобретение цивилизации. Это базовая человеческая настройка, которой уже сотни тысяч лет. Иногда прошлое оказывается не жестче нас, а человечнее. 33. Сон длиною в жизнь. Она уснула на 20 лет после ссоры с мужем еще в СССР. Что случилось после пробуждения с Надеждой Лебединой? Молодая 34-летняя женщина, расстроенная семейными неурядицами, после очередной ссоры с мужем долго плакала и заснула в спальне у дочери, а на утро не смогла проснуться. Эта невероятная история началась в 1954 году в СССР, в одном из небольших городков Днепропетровской области. Приехавшие врачи констатировали летаргический сон. Никто и предположить тогда не мог, что он растянется на долгие 20 лет, побив все немыслимые рекорды. Непростая жизнь Надежды Лебединой. У Надежды Лебединой, так звали женщину, проспавшую в летаргическом сне долгие 20 лет, была непростая жизнь. Она родилась и выросла в небольшом селе Могилеве Днепропетровской области. Пережила голод после того, как в 1930-х годах их семью раскулачили, а когда вышла замуж и родила ребенка, началась Великая Отечественная война. Муж ушел на фронт, Надежда, чтобы прокормить ребенка, перебралась в город, устроилась на работу в пожарную охрану. Но на этом ее беды не кончились. Вскоре из-за болезни она потеряла сына, а потом получила похоронку на мужа. После войны Надежда вновь вышла замуж, родила дочь, но ее второй муж Виктор Лебедин оказался любителем выпить, часто устраивал скандалы в семье, случалось, что поднимал на жену руку. Надежда часто плакала, хотела уйти от мужа, но не решалась сделать это из-за дочери. Тем более, когда муж был трезв, проявлял заботу о маленькой Валентине, и девочка тянулась к отцу. После очередной ссоры с мужем Надежда ушла в детскую комнату. Сначала уложила дочь спать, а потом долго плакала и не заметила, как заснула сама. Однако утром она не проснулась, как обычно. Не произошло это и ближе к обеду. Сначала муж, решив не беспокоить супругу, отвел дочь в детский сад, а потом, обеспокоенный ее необычайно долгим сном и тщетными попытками ее разбудить, вызвал скорую. Приехавшие врачи были озадачены необычным состоянием пациентки. Она дышала и проявляла все признаки жизни, но совершенно не реагировала на происходящее вокруг и не просыпалась. Врачи никогда не сталкивались с подобным явлением, поэтому отвезли Надежду в Днепропетровск, в психиатрическую клинику при медицинском институте. Хотя их предположительный диагноз «летаргический сон» оказался правильным и был подтвержден врачами клиники. После безуспешных попыток привести пациентку в сознание, ее поместили в отдельную палату, обеспечили искусственным питанием и установили за ней круглосуточный контроль.
При медицинском осмотре консилиумом врачей никаких патологических изменений у спящей женщины обнаружено не было. Пульс оставался стабильным, температура была несколько ниже нормы, но в пределах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность. Тогда врачи обратились за помощью к московским специалистам. Доктор Павлов, который прежде наблюдал за пациентом Качалькиным, также пребывающим в летаргическом сне, писал, что пациент, находящийся в таком состоянии, может иногда вставать и садиться, держа глаза закрытыми. Но, как позже выяснилось, Качалькин страдал тяжелой формой шизофрении, а его сон стал реакцией на болезнь. Однако врачи Надежды Лебединой, не разобравшись в ситуации, ошибочно поставили ей второй диагноз – шизофрения. В течение 4 лет Надежда находилась в психиатрической клинике. Все это время за ней ухаживала ее мать. Наконец, потеряв всякую надежду на то, что дочь проснется, она забрала ее домой. Через год после этого скончался супруг Надежды, и их дочь Валентину пришлось отдать в интернат, так как пожилой женщине было трудно ухаживать за Надеждой и воспитывать внучку. Когда она состарилась, а внучка подросла, забота о Надежде легла на ее плечи. Ей также помогала сестра Надежды, Анастасия. Они решили провести еще одно обследование, но врачи не обнаружили никаких патологий у спящей женщины и только разводили руками, посоветовав им определить Надежду в дом инвалидов, но Валентина и Анастасия отказались. Чудо произошло, когда не стало состарившейся матери Надежды. После похорон сестра, зайдя в комнату к спящей женщине, увидела, что она лежит с открытыми глазами и плачет. Надежду тут же доставили в психиатрическую клинику Днепропетровска, откуда ее выписали много лет назад. Проснувшись, она первым делом спросила, что с мамой, и не могла поверить, что спит уже 20 лет. Она была уверена, что заснула только вчера, и говорила, что ей приснилось что-то очень плохое. Позже она вспомнила, что во время сна многое слышала и ощущала присутствие близких людей. Удивительно, но женщине потребовалось всего 2 недели, чтобы привыкнуть к новой жизни и осознать, что с ней произошло. Она узнала свою дочь, которая к тому времени уже стала молодой женщиной. Врачи провели с ней много времени и вынуждены были снять поставленный ранее диагноз шизофрении. Они пришли к выводу, что причиной летаргического сна стало сильное эмоциональное потрясение, которое испытала женщина. Такое же потрясение, связанное со смертью матери, привело к ее пробуждению. Но больше всего их удивило отсутствие пролежней у женщины, которая 20 лет провела в неподвижном состоянии. Женщина быстро восстанавливалась, заново училась ходить и питаться обычной пищей. Проснувшись, она выглядела так же молодо, как и прежде, но затем начала быстро стареть. Буквально на глазах врачей у нее каждый день появлялись новые морщины, сидели волосы. Биологические часы работали стремительно. Когда Надежда через несколько месяцев покинула клинику, она уже выглядела на свои 54 года. 34. В 1980 году в Луизиане одна инженерная ошибка превратила спокойное озеро Пиньер в настоящий апокалипсис с водоворотом, водопадом и перевернутой физикой. Инженеры компании Texaco бурили скважину рядом с озером и из-за ошибки в координатах даже не подозревали, что находятся прямо над соляной шахтой глубиной около 400 метров. Когда 35-сантиметровое сверло пробило потолок шахты, все сначала выглядело как обычная техническая неполадка, но через минуты озеро начало утекать под землю. Пресная вода мгновенно растворяет соль, маленькое отверстие стало расширяться с бешеной скоростью. В озере образовался гигантский вихрь, который засосал буровую вышку, 11 барж, деревья, доки и целые куски берега. Озеро глубиной всего 1-2 метра превратилось в гигантский сифон. Под землей в это время более 50 шахтеров оказались в ловушке. По туннелям понесся ураганный ветер, вытесняемый водой воздух. К счастью, эвакуация была отработана идеально. Людей поднимали на поверхность буквально в последние секунды, когда вода уже доходила до ног. Никто не погиб. Но дальше стало еще сюрреалистичнее.
Канал, по которому вода обычно стекала из озера в Мексиканский залив, изменил направление. Из-за мощного вакуума океан начал течь обратно в озеро, образовав временный водопад высотой около 50 метров, один из крупнейших, когда-либо возникших случайно. Через 2 дня хаоса система стабилизировалась. Шахта полностью затопилась, и 9 из 11 барж внезапно вылетели обратно на поверхность, словно пробки из бутылки, под давлением сжатого воздуха. Эти кадры до сих пор считаются одними из самых сюрреалистичных в истории техногенных катастроф. Экосистема изменилась навсегда. Озеро Пиньер стало соленым и местами углубилось до 60 метров. Пресноводная рыба исчезла, ее место заняли морские виды из Мексиканского залива. То, что было тихим местом для рыбалки, превратилось в кусок океана посреди суши. Компании выплатили десятки миллионов долларов компенсаций, шахту навсегда закрыли, а сам инцидент до сих пор изучают на инженерных факультетах как пример того, насколько хрупок баланс между человеком и природой. И да, при всем этом не погиб ни один человек. Иногда это звучит как фантастика, но это реальная история. 35. Камень на могиле Булгакова – это камень с могилы Гоголя. Первоначально на могиле Николая Гоголя на монастырском кладбище находился камень, получивший прозвище Голгофа из-за сходства с Иерусалимской горой. После решения о ликвидации кладбища при перезахоронении писателя на новом месте на его могиле установили бюст. Сам же камень впоследствии был перенесен на могилу Михаила Булгакова по инициативе его жены. В этом контексте особенно примечательны слова Булгакова, которые он неоднократно обращал к Гоголю. «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». 36. Тест с наклоненным стаканом. В середине XX века психологи Жан Пиаже и Бербель Инхельдер использовали тест с наклоненным стаканом, в котором нужно было правильно обозначить уровень воды. Позже Фреда Рибельски обнаружила, что многие взрослые студенты не справляются с заданием, чаще проводя линию параллельно дну вместо горизонтальной. При этом в типовых исследованиях ошибались около 15% юношей и 32% девушек, и этот результат неоднократно воспроизводился в разных вузах. 37. Коати, также известный как бразильский трубкозуб. В 2008 году пользователь Википедии внес в статью о зверьке коати шутливую правку, добавив формулировку, также известный как бразильский трубкозуб. Несмотря на то, что коати относятся к семейству енотовых и обитают в Америке, а трубкозубы встречаются исключительно в Африке, правка долгое время оставалась незамеченной. Автор рассчитывал, что ошибку быстро исправят, однако произошло обратное. Вымышленное название разошлось по десяткам сайтов, включая The Independent и Daily Mail, и даже попало в учебник Чикагского университета. В самой Википедии бразильский трубкозуб был подтвержден ссылкой на The Telegraph. Лишь в 2014 году, после разоблачающей публикации в The New Yorker, это упоминание было удалено из статьи о коати. 38. Как Джордж Уиллинг выдумал Айдахо. Когда Конгресс США в начале 1860-х годов подбирал название для новой территории в районе скалистых гор, политик Джордж Уиллинг предложил вариант Айдахо, утверждая, что на языке шошонов это означает «восход солнца над горами», по другим версиям «жемчужина гор». Позднее выяснилось, что Уиллинг выдумал это слово, и в итоге территория получила название Колорадо. Тем не менее, название уже вошло в обиход. Один из городов региона был назван Айдахо Спрингс,
Такое же имя получил пароход, построенный на реке Колумбия, а затем и округ Айдахо в составе территории Вашингтон. Спустя некоторое время из этого округа была образована отдельная территория, и название впоследствии закрепилось за одноименным штатом. 39. Ресторан «Красти Краб», в котором работает Губка Боб, срисован с ловушки для лобстеров. 40. Существование фотографической памяти не доказано наукой. 41. Пчелиные матки к старости лысеют. 42. В фильмах «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов» и «Гарри Поттер и тайная комната» есть две сцены с одинаковым саундтреком. Предполагается, что так получилось по ошибке. 43. Костная ткань полностью регенерирует примерно за 10 лет, то есть раз в десятилетие вы получаете совершенно новый скелет. Правда, с возрастом этот процесс замедляется. 44. У Цзэ-Тянь начала путь при дворе как наложница императора династии Тан, а в итоге стала единственной женщиной в истории Китая, официально занявшей императорский трон. В 690 году она сместила с престола собственного сына, провозгласила династию У-Чжоу и стала императрицей. Фактически, она правила Китаем около 40 лет. 45. Швейцарская гвардия – вооруженные силы Ватикана, состоящие исключительно из граждан Швейцарии. Она была основана в 1506 году по приказу папы Юлия II, выбравшего швейцарских солдат как одних из самых надежных и боеспособных в Европе. Сегодня швейцарская гвардия считается старейшей армией в мире, сохранившейся до наших дней. 46. Древние географы знали, что Земля — шар, но вели активные споры, есть ли население на противоположной стороне планеты. Предполагаемых жителей той стороны называли антиподами. 47. С 31 октября 2000 года в космосе постоянно, в любое время, находится как минимум один человек. 48. В некоторых городах и населенных пунктах США действует комендантский час для несовершеннолетних, например, в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Далласе и Новом Орлеане, согласно которому подросткам запрещено находиться на улице, как правило, с 11 вечера до 6 утра. 49. Антропологи никогда не находили ни одного общества, в котором левши ценились бы больше, чем правши. Скорее наоборот. 50. На стенах хоккейных арен устанавливают специальные микрофоны, которые улавливают звуки, издаваемые игроками во время игры. Затем эти звуки добавляют в трансляции матчей. 51. Абба – название известной шведской компании по консервированию рыбы, основанной в 1838 году. Когда шведская поп-группа Абба вела переговоры с владельцами фабрики о праве использовать это имя, в компании заявили: «Хорошо, при условии, что нам не будет стыдно за то, что вы делаете». 52. На месте бывшего ВТЦ в Нью-Йорке археологи обнаружили парусник времен войны за независимость США, находившийся на глубине около 6 метров. 53. Ученые обнаружили, что медоносные пчелы становятся пессимистичными и теряют интерес к тому, что обычно доставляет им удовольствие, если их энергично встряхивать в течение минуты. 54. Во время прогулки с собакой
Жорж де Мистраль обратил внимание на головки репейника, которые цеплялись за ее шерсть. Рассмотрев их под микроскопом и увидев крошечные крючки, он пришел к идее застежки-липучки. На ее создание у инженера ушли годы экспериментов, в ходе которых он понял, что лучше всего липучки изготавливать из нейлона. 55. Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на Марсе полосатый камень-зебру, не похожий ни на один из ранее найденных на планете. 56. Итальянская мафия зарабатывала огромные деньги на поставках в США поддельного оливкового масла. Это было так же прибыльно, как торговля запрещенными веществами, но куда менее рискованно. 57. Слово «экзопланета» происходит от древнегреческого «экзо» — «вне» и означает «планета, находящаяся вне Солнечной системы», внесолнечная планета. 58. В 2013 году сначала в рамках государственной программы, а потом и благодаря частным инициативам, гражданам Дубая, пытающимся похудеть, полагался 1 грамм золота за каждый сброшенный килограмм. 59. Во Франции закон запрещает пользоваться мобильным телефоном как за рулем автомобиля, который движется, так и в припаркованном на обочине, даже если двигатель заглушен. 60. В Западной Европе в XVI-XVII веках считалось, что купание и пар открывают поры для попадания заразы, поэтому мыться значит подвергать здоровье риску. 61. Самки шимпанзе в детстве играют в дочки-матери. Они находят палки размером с детеныша, носят их на руках, баюкают, укладывают в постель и поют песенки. 62. Исследование показало, что шутить о трагедии, не рискуя вызвать гнев общественности, можно через 36 дней после того, как трагедия произошла. 63. Для продвижения игры Assassin's Creed Black Flag компания Ubisoft профинансировала эксгумацию, тестирование ДНК и реконструкцию лица знаменитого пирата XVIII века Амаро Парго. 64. Извержение вулкана отнюдь не редкое событие. На Земле извергается 50-60 вулканов в год, то есть примерно по вулкану в неделю. 65. Эффект сломанного эскалатора. Кратковременное головокружение и ощущение дисбаланса, возникающее у человека, входящего на неработающий эскалатор, даже если он точно знает, что эскалатор не движется. 66. Геном вируса бешенства кодирует всего 5 белков, но после появления симптомов вероятность смерти приближается к 100%. Для сравнения, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, кодирует около 25 белков. При этом смертность от COVID-19 в среднем составляет менее 1% и значительно варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. 67. В слюне летучих мышей-вампиров содержится белок, который предотвращает свертывание крови и позволяет им пить столько, сколько им нужно. Это вещество называется дракулин. 68. Первое в истории упоминание Бухареста, столицы Румынии, относится к 1459 году, когда цитадель Бухареста стала резиденцией графа Влада Цепиша, также известного как Влад Дракула. 69. Если Южная Корея вступит в войну, ее армия будет подчиняться генералу армии США из командования Объединенных сил, а не президенту или другому корейцу. 70.
Последним президентом США, у которого родился ребенок во время пребывания в должности, был Гровер Кливленд. Его жена Фрэнсис родила дочь Эстер в 1893 году. Кстати, Эстер также является единственным ребенком президента, появившимся на свет в Белом доме. 71. «Остановился» было последним словом знаменитого британского хирурга и анатома XVIII века Джозефа Генри Грина. В этот момент он прощупывал собственный пульс. 72. Под воздействием солнечного света человеческая кожа вырабатывает витамин D и серотонин. 73. Невролог, который изобрел лоботомию, Антонио Эго Шмониш, получил Нобелевскую премию за эту процедуру, сегодня считающуюся одной из величайших ошибок медицины. 74. В Древнем Риме игристое нередко пили с поджаренным хлебом, тостом, считая, что он улучшает вкус напитка и полезен для здоровья. От этой практики и произошла традиция поднимать тост. 75. Пульсоксиметры, устройства, измеряющие уровень кислорода в крови, дают неточные показания у людей с темным цветом кожи. 76. Американская кантри-певица Долли Партон в 2016 году провела телемарафон, где собрала около $9 миллионов в свой фонд My People Fund. Фонд в течение 6 месяцев выплачивал по $1000 более чем 900 семьям, пострадавшим от лесных пожаров. В 2018 году Партон была отмечена наградой ФБР за помощь пострадавшим. 77. Потомки Чингисхана правили разными частями Средней Азии 700 лет подряд, пока в 1920-1930-х годах эти земли не стали территорией Советского Союза. 78. Пирс Броснан выполнил прием Геймлиха и спас Хэлли Берри, когда она подавилась инжиром и начала задыхаться во время съемок любовной сцены на площадке фильма «Умри, но не сейчас». 79. Если бы все ныне живущее население Земли одновременно оказалось в Мировом океане, уровень воды в нем поднялся бы на 0,3 сантиметра. 80. Франклин Рузвельт был единственным президентом США, избранным на 3-й и затем на 4-й срок, и находился у власти более 12 лет во время Второй мировой войны. После его президентства была принята 22-я поправка, ограничившая пребывание президента 2 сроками, независимо от того, подряд или с перерывом. 81. Акулы пережили все 5 крупных массовых вымираний на Земле. 82. Из 10 крупнейших по населению городов мира только 3 расположены не на азиатском континенте – Сан-Паулу, Мехико и Каир. 83. Поскольку белый шоколад производится только из масла, то есть жира какао-бобов, без твердых веществ какао, фактически это вообще не шоколад. 84. В 2006 году авиакомпания Alitalia по ошибке указала цену билета бизнес-класса из Торонто на Кипр – $39 вместо 3900. В течение нескольких часов более 2000 человек приобрели билеты, и компании пришлось выполнить условия контракта, что обошлось ей в $7,2 миллиона. 85. Роща панда в США – единый живой организм, тополь осинообразный, с идентичными генетическими маркерами и общей корневой системой. Панда
занимает 43 гектара, весит около 6000 тонн, считается самым тяжелым известным организмом, а ее возраст оценивается в 80 тысяч лет. 86. Китайский император Цинь Ши Хуанди избежал покушения на себя, бегая от убийцы вокруг столба, пока не сообразил, как ему отбиться от него. 87. В 2018 году Microsoft создала подводный центр обработки данных в металлическом цилиндре, заполненном серверами, который охлаждался океанской водой. 88. От частого сидения на кошельке, лежащем в заднем кармане, может снизиться чувствительность в ноге и даже развиться паралич. В медицине это называется неврит бумажника. 89. Вице-президент США Уильям Кинг принял присягу на Кубе в 1853 году, поскольку был слишком болен, чтобы отправиться в Вашингтон, и стал единственным среди президентов и вице-президентов США, кто принимал присягу за пределами страны. Менее чем через месяц он умер, так и не приступив к службе в Вашингтоне. 90. В Японии с 1600-х годов используются маски для лица из птичьего помета. Они богаты ферментами и имеют отшелушивающий эффект. 91. Однажды Мадонна сама выложила пиратскую копию своего альбома American Life в файлообменные сети, но каждый трек представлял собой зацикленную запись, в которой она ругалась на скачивающих. В ответ хакеры взломали ее официальный сайт и выложили там настоящий альбом. 92. Прозвище женской сборной Австралии по футболу – Матильды. Матильда – самое популярное женское имя в Австралии. 93. Высовывание языка часто используется в качестве приветствия в традиционной тибетской культуре, являясь знаком уважения или согласия. 94. В ЮАР до 1976 года не было телевидения. 95. Глория, сияющий радужный ореол, который на Земле можно увидеть в тумане или облаках, существует и на Венере. Ученые зафиксировали это явление с помощью приборов миссии Венера-Экспресс. 96. Самая старая дикая птица в мире, самка альбатроса по имени Уиздом, мудрость, в 2024 году в возрасте 74 лет в очередной раз вернулась на родной атолл Мидуэй и отложила яйцо. 97. Китайцы съедают более 90% всех раков, употребляемых в мире. 98. Слева губной желобок, по-научному фильтрум, а справа уздечка или френум. 99. Ураган Ленни или Ленни неверный путь, случившийся в Атлантике в 1999 году, был единственным ураганом, двигавшимся в направлении противоположном обычному. 100. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, известный своим буйным характером, так много кричал на своих сотрудников, что в конце концов ему пришлось сделать операцию на голосовых связках. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе.
Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 101. Гипертимизия или гипертимистический синдром – это редкая способность человека помнить практически всю свою жизнь в мельчайших подробностях, то есть обладать исключительной автобиографической памятью, воспроизводя события вплоть до дня недели и мелочей. 102. Большой барьерный риф в Тихом океане – крупнейшее естественное образование на Земле. Его даже видно из космоса. Этот коралловый риф является домом для тысяч живых существ и считается одним из красивейших чудес природы. 103. В одном африканском племени есть правило. В племени есть человек на определенной должности. Название должности – официальный лентяй. Этому человеку не надо заниматься никакой физической работой. Все, что он делает, это бездельничает. Более того, он может зайти в любую хижину и взять любую вещь, которая ему понравится, может съесть всю еду в племени или плюнуть в общий котел, может любому дать в лоб, и ему нельзя дать сдачи, ибо табу. Но на самом деле этот официальный лентяй ничего подобного не делает и вовсе не из человеколюбия. Знаете почему? Должность выборная на 1 год. Избранник думает о последствиях. В следующем году официальным лентяем может стать кто-то из тех, кого он обидел, и тогда тот его вообще будет бить каждый день. И все племя старается не обижать друг друга, мало ли кто из них в следующем году может стать лентяем. В результате, не имея никакого репрессивного и контрольного аппарата, племя полностью обеспечивает себе внутренний порядок. А вы говорите «дикари». 104. Хуяк, он же куяк, общее название монгольских доспехов из твердых материалов времен Темучина и позднее. Монгольский хуяк имел ламеллярную, ламинарную или комбинированную структуру. Зачастую его в источниках именуют панцирем. Известны различные вариации доспехов. От хатагу-дегель, ватного халата с элементами бронирования, до худы-суту-хуяк, ламеллярных китайских доспехов. От дегеля позже произошел русский тегеляй, один из самых распространенных видов брони Великого княжества Московского и в годы царствования Иоанна IV Грозного. 105. Бразильская тюрьма использует гусей в качестве охранников, и это, на удивление, эффективно, потому что гуси крайне агрессивны. 15 лет назад тюрьма заменила сторожевых собак на гусей, и с тех пор там не было ни одного побега. Сотрудники тюрьмы объясняют, что охранные собаки требуют много работы, их нужно тренировать, их можно подкупить, им нужно много внимания, и они обходятся дорого. Гуси же, напротив, по своей природе злобные, очень территориальные и постоянно настороже. Гусей размещают по внешнему периметру тюрьмы, и если кто-то попадает на их территорию, они приходят в ярость, поднимают страшный шум и сразу же оповещают охрану. Гуси настолько эффективны, что Китай даже использовал армию из 500 гусей для патрулирования около 300 миль границы, чтобы помочь остановить нелегальную иммиграцию. 106. Шотландия и Ирландия – родина рыжих. Да-да, именно там живет самая большая концентрация рыжеволосых людей на планете. Около 10-13% населения Шотландии и Ирландии имеют естественный рыжий цвет волос. Это самая высокая доля в мире. Для сравнения, в глобальных масштабах рыжие встречаются менее чем у 2% людей. Почему так много рыжих?
Секрет в генах. Рыжие волосы – результат вариации гена MC1R, который также влияет на светлую кожу и чувствительность к солнечному свету. Именно поэтому рыжие так легко светятся даже в пасмурную погоду. Кажется, сама природа решила дарить каплю солнечного тепла там, где его порой так мало. Рыжие словно кусочек солнца, который никогда не теряется в тумане и дожде. Кроме волос, многие обладатели рыжего имеют светлую кожу и веснушки, более высокую чувствительность к боли, уникальный окрас бровей и ресниц от медово-золотого до ярко-рыжего. Так что если вы видели много рыжих в Эдинбурге или Дублине, это не совпадение. Это география, генетика и капелька магии северного солнца. А у вас есть знакомые рыжие? 107. Натуральный блонд – крайне редкое явление. Примерно к 10-летнему возрасту волосы большинства белокурых детей темнеют. Среди взрослого населения мира натуральных блондинов и блондинок лишь около 1,8%. Но это в глобальном масштабе, с учетом жителей Китая, Индии и всей Юго-Западной Азии, а также Африки и Южной Америки, почти поголовно темноволосых. Страны-лидеры по количеству блондинов – Финляндия, вслед за Финляндией идут Норвегия, Швеция, Исландия и Эстония. Светлые волосы издавна символизировали чистоту, целомудрие и непорочность. 108. При иммиграции в США в 1939 году физику Энрико Ферми пришлось проходить стандартный тест на умственную полноценность, обязательный для всех иммигрантов. Нобелевского лауреата попросили сложить 15 и 27. Как вспоминала супруга ученого Лаура в книге «Атомы у нас дома», Ферми подошел к задаче ответственно и медленной с гордостью ответил 42. После успешного решения второго примера 29 делить на 2, физик был официально признан достаточно развитым для въезда в страну. 109. Сон буквально очищает мозг. Во время глубокого сна в мозге расширяется межклеточное пространство примерно на 60% по сравнению с бодрствованием. Это облегчает циркуляцию спинномозговой жидкости, которая проникает глубже в ткани и вымывает накопленные за день метаболические отходы, включая бета-амилоиды, связанные с риском болезни Альцгеймера. 110. Мирный. Город в Якутии, расположенный на территории вечной мерзлоты. Своим основанием населенный пункт был обязан открытию здесь в 1955 году одного из крупнейших в мире алмазных месторождений – кимберлитовой трубки «Мир». 111. Исландия – одна из немногих стран в мире и единственный член НАТО, не имеющий постоянной армии. 112. Только 5% диких крольчат доживают до взрослого возраста. 113. Низковисящие игрушки над кроваткой могут навредить зрению ребенка. Игрушки, постоянно висящие прямо над кроваткой младенца, могут навредить зрению. Если расстояние до них меньше 30 сантиметров, это повышает риск косоглазия и перенапряжения глазных мышц. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Павлова. Совет. Размещайте мобили сбоку или на расстоянии 40-50 сантиметров и периодически убирайте их, чтобы ребенок мог фокусироваться на дальних объектах. 114. Доярка, арестованная за красоту. В 1830-х годах в Стокгольме полиция задержала доярку, поскольку ее красота привлекала толпы людей и тем самым нарушала общественный порядок. Впрочем, ее быстро отпустили. Однако позже Плит Карин Эрсдоттер, так ее звали,
прославилась своей красотой и, так сказать, выставлялась за деньги в домах торговой аристократии, а также в кругах королевского двора и членов королевской семьи как прекрасная Далкула, девушка, арестованная за свою красоту. Каждый, кто осмелился причислить себя к модным кругам, должен хотя бы один вечер провести, созерцая прекрасную Далкулу, писали газеты. 115. Coca-Cola продает более 1,9 миллиарда бутылок различных напитков в день. 116. Помимо наружных ноздрей, у человека есть еще и внутренние ноздри – хааны. 117. Изобретатель батута прыгал с кенгуру. Джордж Ниссон, создатель прототипа современного батута в 1930-х, в первый год продал всего 10 штук. Отец иронично заметил, что рынок уже перенасыщен, и пора искать настоящую работу. Чтобы привлечь внимание, Ниссон устроил фотосессию с кенгуру. За одного владельцы просили $50, за другого $150. На вопрос о разнице последовал ответ: тот, что дороже, будет меньше тебя пинать. 118. Желтые животы. Точильщики ножей во французском Тьере работали лежа на животе, чтобы не сутулиться и сильнее прижимать лезвие к шлифовальному кругу, который приводился в движение водами реки Дюроль. В холодных и сырых мастерских они держали собак, служивших им живыми грелками. Из-за оседающей пыли точильщиков прозвали «вентр-жон» — «желтые животы». 119. В 2002 году Эминем одновременно возглавлял прокат с фильмом «Восьмая миля», музыкальные чарты с альбомом «The Eminem Show» и хит-парады с синглом «Lose Yourself». 120. Зрачки у статуи медного всадника имеют форму сердечек. 121. В древнегреческих писаниях упоминаются способы удаления татуировок с помощью втирания соли или пасты, содержащей чеснок и токсин жука – канторидин. 122. Существует редкое состояние под названием синдром Антона Бабинского, при котором незрячий человек не верит в собственную слепоту, поскольку его мозг создает фальшивые визуальные образы. 123. Два крупнейших стадиона в мире по вместимости находятся в Индии – 132 тысячи зрителей и Северной Корее – 114 тысяч зрителей. 124. Первое название сказки Льюиса Кэрролла про Алису в стране чудес – «Приключения Алисы под землей». 125. Из-за того, что Алеутские острова Аляски пересекают 180-й меридиан, Аляска является самым восточным штатом США, одновременно оставаясь самым западным и северным. 126. Васюганские болота, расположенные в основном в Томской области, по площади на 20% больше, чем Швейцария. 127. В первоначальном дизайне символа доступности для инвалидов-колясочников фигурка не имела головы. 128. Культуру чаепития в Англию завезла португальская принцесса Екатерина Браганская, став супругой Карла II. До этого англичане пили чай только в качестве лекарства, помогающего взбодриться. 129. Большинство видов дождевых червей Северной Америки не являются местными и прибыли из Старого Света вместе с завезенными корнеплодами или другими способами. 130. Самовар в разных областях России называли по-разному. В
В словаре Даля перечислены такие определения: самовар, самоварец, самодур. В Ярославле называют самогар, в Вятке – самогрей, в Курске – самокипец. 131. Вопреки мифу, Майкл Джексон не отбеливал кожу. Он страдал витилиго, заболеванием, из-за которого кожа теряет пигментацию. Сначала он скрывал светлые пятна темным гримом, но к началу 90-х болезнь спрогрессировала настолько, что проще стало осветлять оставшиеся темные участки. 132. Тулле-монстр. Вымершее водное животное. Настолько странного строения, что ученые до сих пор не могут определить, куда его отнести – к позвоночным или беспозвоночным. 133. Американская некоммерческая организация Wreaths Across America собирает пожертвования для ежегодного возложения венков на могилы павших военнослужащих. Она принадлежит тем же людям, что и крупный поставщик венков Worcester Wreath Company, у которого организация и закупает венки. 134. Белые и бурые медведи могут скрещиваться. Их детеныши называются пизли, от полярной и гризли. 135. Присяжных по делу Аль Капоне выбрал лично судья, поскольку большинство мужчин в Чикаго употребляли горячительное и отказывались судить бутлегера. 136. Ученым удалось вырастить из стволовых клеток мини-мозги, которые затем самостоятельно сформировали глазоподобные структуры. Эти структуры, называемые оптическими чашами, были чувствительны к свету и содержали хрусталик и роговичную ткань. 137. Исследование, проводимое для того, чтобы максимально реалистично изобразить черную дыру в фильме «Интерстеллар» 2014 года, было настолько тщательным, что по его итогам были опубликованы 3 научные работы. 138. 28 июля 1915 года 330 американских морских пехотинцев высадились в Гаити после того, как Национальный городской банк Нью-Йорка, ныне Ситибанк, убедил президента Вудро Вильсона установить контроль над политическими и финансовыми интересами страны. Оккупация продлилась 19 лет. 139. Знаменитый памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге крали 7 раз с 1994 года. Каждый раз скульптуру приходилось создавать заново и устанавливать на прежнее место. 140. Венерины мухоловки растут только в пределах 150 километров от города Уилмингтон в Северной Каролине, США, и больше нигде в мире. 141. Лаосская скальная крыса, считавшаяся вымершей 11 миллионов лет назад и известной лишь по ископаемым окаменелостям, была заново обнаружена на рынке в Лаосе в 1996 году. Местные жители продавали этих грызунов на одном прилавке вместе с овощами. 142. Некоторые помещения бункера, где скрывался Гитлер, были уничтожены, а другие засыпаны землей и закрыты. Чтобы место не стало достопримечательностью, на нем построили здания. 143. В Великобритании закон разрешает монарху ездить не только без прав, но и без номеров на автомобиле. 144. Название «Италия» происходит от осского слова «вителлиу», языка, существовавшего на юге Италии и ныне вымершего, что означает «земля телят», возможно, потому что бык был символом южноитальянских племен.
145. Так выглядел самый первый веб-сервер интернета. 146. Около 19 миллионов лет назад в океане случилось что-то страшное, в результате чего погибло 90% живших в нем акул. 147. Около 200 яичных печей Древнего Египта, инкубаторов, созданных в IV веке до нашей эры для одновременного выведения тысяч цыплят, до сих пор используются. 148. Сальвадор Дали подписал десятки тысяч чистых листов бумаги и продавал их по $10 за штуку. 149. Изначально на эскизе американского флага звезды были шестиконечными, но швея Бетси Росс на совещании с участием Вашингтона предложила сделать их пятиконечными, и идею приняли. 150. В Парагвае 72-летний отец по имени Дон Феликс Карденас каждую ночь ждет свою дочь Белен на автобусной остановке, чтобы ей никогда не приходилось возвращаться домой с работы в одиночку. Он делает это уже много лет, в любую погоду, просто чтобы она чувствовала себя в безопасности. Однажды Белен выложила в одну из социальных сетей фото, на котором он терпеливо стоит на углу в ожидании ее, и написала: «Папочка, я хочу, чтобы ты был со мной всегда. Я тебя очень люблю». Это такой простой жест, но он говорит громче слов. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 удивительными фактами для сна. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Пей там, где конь пьет. Конь никогда не будет пить плохую воду. Стели постель там, где кошка укладывается. Ешь фрукт, который червяк коснулся. Смело собирай грибы, на которые мошкара садится. Сажай дерево там, где крот роет землю. Построй дом на том месте, где змея греется. Копай колодец там, где птицы гнездятся в жару. Ложись и вставай с курами, будешь иметь золотое зерно дня. Ешь больше зелени, будешь иметь сильные ноги и выносливое сердце, как у зверя. Плавай чаще, будешь себя чувствовать на земле, как рыба в воде. Чаще смотри на небо, а не под ноги, и будут твои мысли ясные и легкие. Больше молчи, чем говори, и в душе твоей поселится тишина, а дух будет мирным и спокойным. Вот такими у нас получились 150 удивительных фактов для сна. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории и Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.